Барвинок малый – это красивое декоративное вечнозеленое растение с небольшими розовыми или лазурными цветками. Он представляет собой вечнозеленый полукустарник с цилиндрическим мягким стеблем. Стелится по земле, образуя плотный ковер. Куст усеян большим количеством листьев, которые имеют насыщенно зеленый оттенок с ярко выраженными прожилками. Начинает свое цветение эта трава в мае. В роли лекарственного сырья используется вся надземная часть растений. Заготовку выполняют во время массового цветения, когда стебли барвинка особенно богаты полезными элементами. Рвать барвинок нельзя, поскольку растение вырывается вместе с корнем и затем уже не восстанавливается. Побеги обрезаются почти возле земли, на расстоянии нескольких сантиметров. Есть несколько десятков разновидностей барвинка, и каждая из них полезна по-своему. Самым эффективным считается барвинок малый. Как можно отличить барвинок малый от барвинка большого? Барвинок малый можно отличить от большого барвинка по размеру листьев. Название растения довольно точно соответствует размерам побегов. Из-за удивительной устойчивости к внешним условиям этой траве приписывали магическую силу. Это растение считали талисманом от злых духов, источником вечной жизни. Следует знать, что барвинок малый является ядовитым растением, поэтому препарат из него надо точно дозировать. Животные его не едят. А высокие полезные свойства барвинка обусловлены прежде всего его многогранным химическим составом, представленным большим количеством активно-биологических компонентов, микро- и макровеществ, алкалоидов, фитостероидов, насыщенных жирных кислот, органических кислот. Особенно ценны в составе растений алкалоиды, которых насчитывается более 30. Благодаря такому уникальному богатому составу барвинка растение с успехом применяется для лечения и профилактики различных недугов. Так чем же полезен барвинок? Рассмотрим, при каких недугах помогает барвинок, как, в каких формах и дозировках его можно применять. Барвинок эффективен в лечении гипертонии. 1 столовую ложку измельченной травы нужно залить стаканом воды, кипятить 10 минут, настоять до остывания, процедить, принимать по 1/3 стакана 3 раза в день. Настойка барвинка успешно используется и для улучшения мужской потенции. Потребуется для этого 100 грамм сухого барвинка с цветами, 500 мл водки. Емкость с настойкой расположить в прохладном темном месте на 2 недели. Потом настойку процедить. Употреблять нужно по 8 капель утром и вечером за час до еды, растворив их в столовой ложке теплой кипяченой воды. Курс приема составляет 4 дня, после чего нужно сделать перерыв в 2 недели. Настой барвинка применяют и для проведения комплексной терапии при бесплодии. Это растение также укрепляет и успокаивает нервы. Рекомендуется оно при неврозах и психозах, депрессии и даже шизофрении. Барвинок помогает устранить зуд и останавливать воспаление при наличии кожных заболеваний. Он эффективен в лечении дерматита, экземах, псориазе и язвенных образованиях. Очень эффективен от вегетососудистой дистонии. Для этого барвинок смешивают с корой калины и корнем валерианы в равных пропорциях. На 1 столовую ложку полученной смеси потребуется 200 мл кипятка. Лечебный напиток готовят на водяной бане в течение 15 минут. После снятия с огня еще настаивают 45 минут. Готовое средство процеживает и принимает по 100 мл 3 раза в день. Желательно при лечении из рациона исключить слишком сладкие и соленые блюда. Для устранения зубной боли практикуют применение настойки барвинка. Для этого 8 капель разводят в 100 мл чистой воды. Полученный раствор используют для полоскания полости рта. Отвар барвинка помогает справиться с нарушенной работой кишечника при диарее. В этих целях его принимают по 100 мл 3 раза в день. Уже в первый день приема устраняется метеоризм и восстанавливается микрофлора кишечника. Крепкий отвар травы используют при наружных кровотечениях и для заживления ран. Готовят крепкий отвар из расчета 30 грамм травы на 400 мл воды. Благодаря веществам кумаринам, которые оказывают противоопухолевую активность, его можно применять и при комплексном лечении опухолей. Наиболее эффективен он при остром лейкозе и лимфолейкозе. Чайную ложку измельченной травы настаивает полчаса в кипятке, процеживает и принимает по 1 ложке 2-3 раза в день. Или делают спиртовую настойку из цветов барвинка. 50 грамм цветов с листьями заливают 0,5 литра водки и настаивают неделю в темном и теплом месте. Затем отжимают, процеживают и принимают по 7 капель до еды 2 раза в день. Малый барвинок несет здоровью как пользу, так и вред. Поэтому его нужно использовать с осторожностью. Обязательно необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку при определенных обстоятельствах трава может оказывать токсическое действие.
К противопоказаниям лекарственного средства относятся индивидуальная непереносимость, брадикардия, возраст моложе 12 лет, беременность и период грудного вскармливания. Главное не забывать применять средства в правильных дозах и по определенной схеме, и оно благоприятно будет действовать на весь организм человека, на его внутреннее и внешнее состояние. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы. Всем хорошего самочувствия. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии.